Приветствую, друзья! Компания Hidis, если кто не знает, довольно солидный производитель аудиотехники. И встретить от них наушники за $16 было лично для меня огромнейшим сюрпризом. Признаться, ничего от них не ждал и, как оказалось, очень зря. Модель MS-1 Galaxy вполне способна потягаться даже с некоторыми решениями за $60. О них, в общем-то, сегодня и пойдет речь. Собственно, поехали. Пришли наушники в небольшой белой коробке с логотипом HiRes Audio, изображением непосредственно модели и списком ее технических характеристик, где я бы отметил наличие композитной диафрагмы, импеданс равный 32 Ома и чувствительность в 108 дБ. В комплект нам положили кучу бумажек и лишь один набор силиконовых амбушюр самого базового качества. Кабель вроде неплохой, он гибкий и витой, с L-образным металлическим штекером, однако сопротивление на каждой из жил составляет целых 0,9 Ома. Хотя за такую цену другого и не стоило ожидать. Сами чашечки полностью выполнены из пластика, сквозь который прекрасно виден тот самый 10-миллиметровый динамик и компенсационное отверстие над ним. Над внешней же частью тут явно заморочились, добавив объемные текстуры и тем самым создав эдакую иллюзию дорогого украшения. Смотрятся они реально круто, удобно сидят, да и с изоляцией тут полный порядок. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям здесь весьма быстрый по скорости затухания импульс, небольшое расхождение между каналами и искажения в пике, достигающие 0,49%, что, в общем-то, неплохо. Фаза ведет себя естественно, а затухания на 30 и 60 дБ идут без сколь-либо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 12 дБ с крутым таким заходом на середину, аналогичная амплитуда выделения области разборчивости с акцентами на 2,7 и 4,3 кГц, а также серьезный такой пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего уровень заметно так падает и возвращается нам пиками на 14,6 и 17 кГц. Подобную настройку с кулом мы с вами уже встречали в решениях Adunu и Terrain, правда, было это довольно-таки давно. В целом все очень даже неплохо, но на высоких значениях громкости данный пик обязательно себя проявит, причем не с самой лучшей стороны. Для начала о вполне ожидаемом. Это никакой не убийца даже среднего сегмента. Звучит модель зажато, без прорисовки в глубину, какой-то особенной презентации, вовлеченности и высокой динамики. MS-1 Galaxy – типичный представитель бюджетного сегмента, однако среди одноклассников я бы поставил их на один уровень с Celeste Wyvern Pro. То есть звучание на удивление объемное, в нем хорошо прослеживается мелодика, есть свой характер, весомость и глубина у низких частот. Ну и, так сказать, бонусом, в отличие от Wyvern Pro, здесь все куда лучше с четкостью, нет того легкого смазывания, более заостренные атаки и куда точнее позиционирование. 7 Гц Zero 2 от Crinacle тоже довольно собранные, с неплохой прорисовкой, но не такие сочные и объемные. Это, конечно, не тот объем и выразительность, что мы встречаем, например, в Queen of Audio Aviation или Key-Ears Quartet. Все намного проще и примитивнее, но эдакие зачатки все-таки прослеживаются.
Ну и главное отличие – акустический вес у музыкальных инструментов. Согласен, по этому пункту Zero 2 проигрывают практически всем своим одноклассникам, но что есть, то есть. В остальном у них плюс-минус паритет. Не скажу, что герой обзора тотально лучше 7 Гц, но однозначно не хуже. Разбирая по частотам, здесь в меру текстурный и довольно глубокий на слух бас, насыщенная с элементами музыкальности и очень неплохой прорисовкой середина и несколько спорные своим пиком верха. При нормальной громкости и не сильно агрессивных жанрах данный нюанс практически не ощущается, но, скажем, металлисты его однозначно прочувствуют и оценят. То есть, да, резануть наушники вполне могут, но какой-либо грязи, сибилянтов или искусственных призвуков на этой части диапазона я лично не встречал. Вот тут вы меня, наверное, и спросите, а о каких наушниках за $60 шла тогда речь? Действительно, все, что мы рассматриваем, стоит плюс-минус 30-ку, но мне наконец-то пришли новенькие Kivers Forteza. Красивые, жуть, но по звучанию на первых 6 часов прослушивания я бы, наверное, выбрал MS-1 Galaxy. Тем, кто ждал и хотел их приобрести, возьмите на заметку. Да, там есть элементы, свойственные более высокому сегменту, но сравнивая лицом к лицу, они, скажем так, не особо выделяются, а в чем-то даже уступают героям обзора. Напомню, что это чуть больше 1000 рублей, то есть откровенный восторг. Из источников, думаю, к ним лучше выбирать что-то в достаточной степени мощное и желательно взрослое. А из стилистики не стоит обманываться их успехом, акустически простое и нетребовательное к прорисовке вторичных планов. Для внимательного прослушивания мультиинструментального джаза или оркестра они, к сожалению, тоже не годятся. Однако погонять в них рок, блюз, всякое электронное и популярное вполне можно. Еще раз, для своих 1000+ рублей это прямо-таки очень достойный звук, но не чудо из чудес. Итогом, динамические наушники Hidis MS-1 Galaxy удобно сидят, очень интересно выглядят и весьма достойно, как для своей цены, звучат. С текстурным и глубоким басом, четкой, с явно прослеживающейся мелодикой серединкой и довольно чистыми, но не без вопросов, верхами. Зачем там водрузили этот символ мужской гордости, понять сложно, но, оглядываясь на ценник, вполне можно. У модели реально есть свой характер, неплохое разделение инструментов, эдакая акустическая теплота, задор и драйв. За чуть больше, чем 1000 рублей лучше я вам, наверное, друзья, и не посоветую. А на сегодня у меня все. Это были наушники Hidis MS-1 Galaxy. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!